Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание гороскопу на декабрь 2021 года. И в этом видео мы уделим внимание вашим деньгам и вашей работе, как что говорят нам звезды и планеты. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Также посмотрите свой гороскоп и гороскоп ваших членов семьи, чтобы знать, как лавировать на протяжении декабря 2021 года. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, начнем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, в начале декабря вы что-то сможете выгодно купить. Обращаем ваше внимание, что ваша погруженность в материальные дела будут вам давать достаточно хорошую отдачу. Но, уважаемые Овны, в течение всего декабря планируйте все свои расходы, все свои доходы. И как вы будете умело вести все, что связано с деньгами, потому что от этого будет зависеть ваша прибыль и ваше благополучие. Уважаемые Овны, в конце декабря вам стоит опасаться обманов, так как на работе, при этом так и в деньгах, потому что, к сожалению, уважаемые Овны, вас кто-то может вводить в заблуждение. И в целом, уважаемые Овны, декабрь для вас будет денежный месяц, но вам нужно по максимуму вложить свои силы, свою энергию, отработать этот месяц, и, соответственно, в конце года вы получите достаточно хорошие деньги. Но помните, все зависит только от вас. Следующий знак зодиака у нас с вами Телец. Уважаемые Тельцы, вам в начале декабря нужно плыть по течению, заниматься своими повседневными делами и стараться эмоционально не переживать, не нервничать. И обращаем ваше внимание, что если вы будете все делать нормально, правильно, без эмоций, без каких-то депрессий и так далее, вам это принесет хороший доход. В середине декабря у вас может начаться и эмоциональный, и энергетический спад, который будет влиять и на карьеру, и на деньги. Поэтому, если у вас произойдет этот спад, вы можете упустить достаточно хорошую возможность. Поэтому, чтобы этого не было, в середине месяца уделяйте внимание своему здоровью и своему внутреннему состоянию. В конце декабря, уважаемые Тельцы, вам нужно будет подвести итоги. И вот судьба наградит вас за те труды, которые были сделаны вами. Или наоборот, вы можете даже чего-то лишиться, к сожалению. В целом, декабрь для вас, уважаемые Тельцы, будет достаточно хорошим, уравновешенным месяцем. Вам нужно довести все дела до конца, при этом как в работе, так и в деньгах. Близнецы, уважаемые Близнецы, в декабре вам нужно, и, наверное, даже не нужно, а вот для вас лично важно вам заниматься общественно полезным трудом. Помогать людям, прислушиваться к советам, возможно, кому-то дать совет, кому-то в чем-то помочь. И в течение декабря работа и труд, уважаемые Близнецы, будут вам давать хорошую отдачу. Вы можете сделать много дел или заложить уже основы на 2022 год. Поэтому, уважаемые Близнецы, для вас декабрь будет достаточно благоприятен и в сфере работы, и в сфере всевозможных поездок, развития бизнеса. Также уже, уважаемые Близнецы, на протяжении декабря вы можете закладывать фундамент на будущий год. И вообще, Близнецы, если рассматривать вообще в общем гороскоп, то в целом декабрь для вас это такой вот ресурсный месяц. Сначала потратьте энергию на добро в первой половине декабря, и это уже окупится для вас в конце месяца. Далее у нас раки. Уважаемые раки, вам в декабре благоприятно менять свою работу, стараться закрывать, решать вопросы, связанные с вашим прошлым. Там у вас идут проблемы, точнее были проблемы, но старайтесь именно в декабре закрывать, меняйте сферу деятельности, но в том случае, если вас что-то не устраивает в вашей жизни.
Если вы на данный момент в поиске работы или денег, то знайте, что, уважаемые раки, в середине декабря у вас появится хороший вариант. Кто-то вам может предложить вот хорошую работу или подработку, которая действительно вам принесет и радость, и удовольствие. Под конец декабря вы сможете закрыть важные дела. Также, возможно, у вас какие-то быть тяжбы, судебные какие-то разбирательства. Закрывайте все, у вас пройдет хорошо. И также можете сделать какое-то важное вложение. Это не только связано с деньгами, но и связано с чем-либо другим. Не обязательно связано с финансовой стороной. И, уважаемые раки, в целом для вас декабрь будет благоприятен. Особенно для тех, кто ищет новые возможности, новые заработки. Все, уважаемые раки, все у вас будет получаться. Далее лев. Уважаемые львы, а для вас декабрь может нести новый опыт, новые знания, новую работу, денежное начинание. Также, если вы долго ждали какие-то компенсации, то именно в декабре вы их сможете получить. Но, уважаемые львы, в течение всего декабря вам нужно проявлять особую осторожность с людьми, с коллегами. И особенно, если вы ведете какие-то переговоры, заключаете контракты, потому что кто-то вас может хитрить, обманывать, поэтому перечитывайте, пересматривайте, никому не верьте. И конец декабря, уважаемые львы, для вас именно благоприятен для покупок, накоплений. И в целом, уважаемые львы, в декабре вам ни в коем случае нельзя сидеть на одном месте. Вам нужно постоянно двигаться, постоянно развиваться профессионально. Далее дева. Уважаемая дева, для вас декабрь будет нести нагрузку. Что мы здесь имеем в виду? Дело в том, что вы захотите навалить на себя много дел в работе. И при этом захотите больше заработать. Но из-за этого всего вы зайдете в тупик и не будете понимать, что вам делать. Поэтому не стремитесь взять все на себя, все обязанности. И, знаете, с утра до ночи работать, думая о том, что вы так больше заработаете денег. Вам лучше в течение декабря разгрести ваши завалы, проблемы и подумать о том, как вы можете прийти к карьерному росту и вот те амбиции, которые есть у вас, как их воплотить в жизнь. В конце декабря, уважаемая дева, вам стоит воздержаться от каких-либо крупных покупок, вложений и важных решений, потому что может многое привести вас к краху. Но в целом, декабрь, уважаемая дева, старайтесь действовать последовательно и эффективно. Далее весы, уважаемые весы, в начале декабря вам нужно активно бороться за карьерные свои высоты, за свои деньги и не бояться браться за какие-либо трудные задачи. В течение декабря для вас будут благоприятны крупные покупки. Также, если у вас суды, то отстаивайте свои интересы. И также, если у вас будут разные какие-то трудные дела, то они благоприятно для вас закончатся. Обращаем ваше внимание, уважаемые весы, что во второй половине декабря вы можете расслабиться, у вас могут быть небольшие успехи, приятные события в карьере и также уже в конце месяца премия на работе вас ожидает. Уважаемые весы, в целом декабрь будет для вас непростым месяцем и нужно быть готовым к разным испытаниям. Скорпион, уважаемые скорпионы, вам в начале декабря нужно взять паузу во всех своих делах. И обращаем ваше внимание, что, уважаемые скорпионы, у вас уже накопилась усталость от того, что вы делаете. Поэтому, пожалуйста, уделяйте внимание уже и отдыху. Середина месяца, уважаемые скорпионы, для вас будет более благоприятна, особенно в денежных делах, в приятных покупках. Вторая половина декабря несет активность вам в вашей работе, возможен даже рост, развитие, или, возможно, вы решите устроиться на новую перспективную работу. Все это для вас. В целом, важные дела, уважаемые скорпионы, постарайтесь отложить на вторую половину месяца для того, чтобы все прошло успешно и гладко. Стрелец, уважаемые стрельцы, декабрь вам несет важные решения, также новую работу и новые начинания в проектах. Также, уважаемые стрельцы, для вас декабрь – это декабрь, когда вы можете решить разные денежные проблемы.
Но в течение декабря проявляйте осторожность, обязательно проверяйте любую информацию, потому что иначе идет обман. Во второй половине декабря могут быть возможности в рывке, как в бизнесе, так и в вашей карьере, и при этом вы можете достигнуть достаточно внушительных результатов. И в целом декабрь, уважаемые стрельцы, будет важен для того, чтобы принимать какие-то важные решения, покупки и, кстати, денежные дела. Далее Козерог. Уважаемые Козероги, для вас декабрь – это месяц для искушений, для того, когда вы будете совершать ошибки в денежных делах, и желание у вас побольше заработать может для вас обернуться проблемами, поэтому проявляйте умеренность и мудрость. В течение декабря могут быть важные у вас перемены в делах, что-то может активизироваться, также будет успех и удача в финансовых вопросах. В конце декабря стоит планировать, анализировать и заниматься интеллектуальным трудом. В то же время, уважаемые Козероги, увеличивается риск обманов. В целом декабрь для вас, уважаемые Козероги, непростой месяц, как для работы, так и для денег. Поэтому все свои решения тщательно проверяйте. Водолеи, уважаемые водолеи, декабрь благоприятен для тех водолеев, у кого есть свой бизнес, какое-то свое маленькое дело. В общем, вы в таком случае, если вы имеете свое дело, даже если это маленькое хобби, вы можете увеличить свои доходы. Также, уважаемые водолеи, в течение декабря благоприятно для вас менять работу и возможно такая ситуация, что у вас даже появится возможность сменить работу буквально за один день. В конце месяца стоит, уважаемые водолеи, поставить на паузу много и подождать определенных новостей, информации или развития какой-либо ситуации. В целом, уважаемые водолеи, декабрь вас будет толкать к развитию и к новым высотам. Рыбы. Уважаемые рыбы, декабрь несет вам новую работу, новые денежные дела и новые источники доходов. Также у вас, уважаемые рыбы, возможен карьерный рост, успехи и воплощение важных планов. В конце декабря, уважаемые рыбы, у вас активизируются старые проблемы, связанные с деньгами, или возникнут конфликты на работе. И вы можете даже задуматься о смене своей сферы деятельности. Вот такой, друзья, у нас с вами гороскоп касательно работы и денег. Что же касательно в целом, то многим нужно будет трудиться, работать для того, чтобы достигнуть тех успехов, которыми бы они хотели.